И всем здоровчики, народ, с вами снова Психопат Максим. И я рад снова что-то озвучивать, как давно этого не было, чтобы я и озвучивал видос. Что-то давненько было, припоминаю так. Ну и я решил возродить старую идею, теперь уже новую, по разбору стартовых позиций и карт. Именно в нашей игре. И если тебе интересна данная тематика, либо какие-нибудь другие гайды, не жлобись, прожми лайкосик, подпишись. Мне это неплохая мотивация, а тебе пара нажатий. Ну и в общем, сегодня у нас на разборе будет карта канал. То есть я предоставлял 3 карты на выбор, и из всех 3 карт была выбрана именно эта карта. Не понимаю, почему многие ей интересуются. Карта, как по мне, довольно проста и понятна. Ну, раз просили, значит, держите. Как видите, на заставочке у нас часть новогоднего видоса от Лесты, на котором мы видим, что у нас, кстати, будут шарики, в которых будет золотая яга, которая будет приносить голду. Так, немножко о новостях. И возвращаемся к карте канал. Сначала разбираем ТТ, можете остановить видео и заскринить себе, там где-нибудь зарисовать, записать. Ну и сейчас я наглядно покажу, какая позиция работает на деле. Первая позиция у нас стандартная, как всегда. Заезжаем на точку С на захват. Показывать, кстати, я буду на превосходстве, так как легче будет ориентироваться в пространстве. Вот так вот встаем, доворачиваем ромбик. И нас будет трудно оттуда пробить, но мы сможем пробить. Также у нас есть прострелы по СТ, что я демонстративно показываю. Также есть прострелы по перекату ТТ. То есть мы контролируем добрую часть карты с этой позиции и можем давать свои выстрелы. Следующая же позиция рядом, вот, недалеко. Также отсюда у нас есть прострел вон туда. Забыл совсем об этом сказать. Ну а тем временем старенький добренький дедок едет на следующую позицию, которая также на скриншоте показана. Проезд у нас вот отсюда сюда. Просто мне лень каждый раз было резаться. Ставим вот в этот кустик. Доворачиваем ромбик. Конечно, я тут кривовато встал. Надо подправить. Вот, встали в ромбик. Во-первых, мы подсвечиваем данный перекат ТТ направления. Во-вторых, мы можем его простреливать до самой точки А. То есть нам это весьма на руку. Мы можем наносить урон и также сбивать точку Б фугасом. Вот так вот выехали, помансили, чутка развели на выстрел и выдали тыку. Также мы можем простреливать то же самое СТ, как с прошлой позиции. Далее у нас на разборе позиция около камня. Юзают ее редко, насколько я смотрел в рандоме, но позиция довольно удобная. Проезд у нас по красной зоне, мы можем давать прострел по перекату противника, опять же вплоть до точки А. И можем также отрабатывать по точке Б вполне спокойно от ромбика. То есть нас здесь будет довольно проблематично пробить. Следующая позиция больше пригодна для турниров, чем для рандома. Но я сам иногда ей пользуюсь. Да, вот здесь вот. Сейчас. Вот тут вот можно, конечно, получить в партию себе, но взамен мы получаем довольно имбовую позицию. Даже у ИСа хватает углов, чтобы работать по респу противника и по точке Б. То есть вот всю мы ее видим насквозь. Также есть некоторые прострельчики на СТ направлении, но они малозначительные, так скажем. Если нас будут напрягать с точки А, мы тоже сможем отстрелять, так скажем, в какой-то степени. Либо же упасть ниже. Ну и также доехать до точки А. Там тоже позиция доехать до точки А, но это больше для динамичных тяжей, таких как AMX-50B.
Ну и с другого респавна у нас вот этот тот прострельчик от домика. Это больше для медлительных тиражей, таких как Е100 и ВК-7201К. Данный проезд идентичен такому же, как точке С. Мы забираем Б, просвечиваем перекат противника, можем по нему отработать. Подходит для таких тяжей, как вот ИСы, ВАЗики, китайские тяжи. То есть здесь все удобства. Также мы в любой момент можем отъехать задом и сбить точку С по возможности, если противник не знает и стоит прямо по центру точки. Следующий утруп мало кто юзает и мало она эффективна, но имеет место быть в данном гайде. То есть мы встаем вот так вот трубом. Если у нас противника нету со стороны СТ, мы можем отрабатывать по точке А. Если же у нас есть противник со стороны СТ, но нет противника со стороны точки А, мы можем отрабатывать по стороне СТ спокойно, от рамба. И всем известное, от труб встали, отработали по перекату СТ, если есть свет, и сбили точку С по возможности. То есть это если вы планируете видеть, что ваши союзники как разъезжаются, вы можете подъехать сюда и стараться хотя бы оттянуть точки противника, чтобы в будущем можно было доиграть. Ну и потом, опять же, точка А, вот так по красной зоне проезжаем и в уголок туда. Далее у нас СТ, также можете остановить, заскринить. Сначала покажу самую стандартную. Мы проезжаем на точку D. Ну, как на точку D? Наверх ее. То есть здесь мы можем на ходу просветить вот здесь вот, если кто будет проезжать. Такой, прям быстрый. И можем отстреливать вот здесь. То есть спокойно можем встать от башенки, если у нас СТ с углами и довольно бронированной башни. Но главное вот так сильно не высовываться, иначе вы получите в чекалдан. И в любой момент мы можем вот так развернуться, отработать по ТТ, понемножечку есть где-то погрызть, по респу, по ПТ полочке и в любой момент смыться. Рядышком более сейвовая, но не менее эффективная позиция. Отработка по перекату СТ, то есть позже вы увидите там одну позицию, и вы поймете, почему вот данную позицию лучше занимать. И напоследок, вот, если кто не знал, что можно вот так вот без урона проехать, я урон не получил. То есть у меня просто обрезка такая неудобная, слегка. Прыгаем, проезжаем и подъезжаем к точке, на прострел точки С. Да, для СТ это как-то не особо комфортно кажется, но мы можем как-то помочь тяжам, то есть чтобы у нас тяжи от точки Б и А не отвлекались. Подъехать вот сюда, да, мы получим в лицо, но на эффект неожиданности можем сбить точку С. Если здесь противника не будет, мы можем подъехать к кустику. Так, зачем я труп показываю? Неизвестно. Можем подъехать к кустику и прострелить перекат также вполне. Ну и последняя позиция, она почти на всем классе техники юзается, это угол, точка А. Целесообразнее ее было показывать как раз на СТ, потому что видите, насколько динамика хорошая у СТБшки той же. Мы подъезжаем к точке А. Тут я, конечно, прям очень агрессивно заехал. Встали от башенки потихонечку и забираем точку. Если никого здесь нет, можем развернуться, вот, поработать от кустика. У нас есть прострелы как на Б, так и на точку С. То есть мы можем отрабатывать весь рез противника, а также по Т-полочке. Либо же мы можем заехать вот туда, вот в угол, куда мы сейчас как раз и едем. Главное доехать. Вот так вот тихо, спокойно доезжаем. Встали и все, и у нас вся карта под контролем. То есть мы видим почти все прострелы на этой карте. Даже по СТ, по точке Д мы можем отработать, сбить. Даже теми блайндами. То есть мы видим все с данной позиции. Ну и дальше у нас
противоположный респ, не едьте так, как я, едьте лучше по красной зоне, потому что это я сейчас на тропях проехался. Аналогичная позиция противоположному респу. То есть также есть прострелы по ТТ, по СТ. Такой же, в принципе, контур. Абсолютно идентичная позиция также ниже. То есть мы встаем от башенки и контрим переезд противника. Также мы можем вверх тоже контрить. Абсолютно так же, как с противоположного респа. А вот как раз про то, что я говорил. Здесь вот можно получить в борт. Но это для самых смелых, кто не боится получить в начале тыху одну себе в борт. И проехать, занять позицию для контрпика первых двух позиций. Ну и как переехать вот здесь, чтобы проехать на точку А. Вот, то есть проезжаете здесь, можете остановиться вот здесь, пострелять там, поискать кого-нибудь. Можете вот спуститься, проехать вот здесь вот около точки С, есть такая маленькая выемочка. В ней спокойно помещается танк, хорошо стоит, подсвечивает или же обороняет точку С. То есть вот так вот стали. Если мы на Д никого не нашли, допустим, ЛТшка у нас проехала, мы можем вот так встать и оборонять точку С. Спокойно. Также у нас есть прострелы по перекату тяжей. И по точке Д самой. Если же кто-то на точке Д появился и вас напрягает бортину, встаем вот где я выстрелил. И все, и вы в сейве. ПТ... ЛТ, извиняюсь. Теперь легкие танки. В принципе, аналогичная позиция, как и на СТ. Рассказывать особо нечего. Заезжаем вот сюда вот в кустик. Далеко я, конечно, проехал, но неважно. Мы светим перекат СТшек в какой-то степени. И мы можем светить перекат с точки Б. Бывает, что противники прям агрессивно подъезжают в тот куст, где я показывал на ИСе. Можем прям сразу ввалиться в точку Д, но это опасно, так как нас могут отстрелять неплохо. Ну и отсюда у нас просто дальнейший план действий зависит от вас, от вашей фантазии и прямоты рук. То есть позиции довольно комфортные для ЛТ, можем отыгрывать куда угодно. Ну и сразу покажу противоположный респ. Да, также мы можем ехать на точку А, так же как и СТшки. Вот, то есть с противоположного респа вот здесь позиция, аналогичный кустик. И вот, допустим, мы заспавнились вот здесь. Вот такие мы заспавнились. И у нас надо просветить, допустим, точку Д, а никто из СТшек не поехал. Но не беда, мы можем встать вот так вот. Здесь вот в кустик. И стоим, светим от кустика. Если же не хотим сильно рисковать, можем проехаться дальше. Есть кустик вот здесь. Есть кустик чуть подальше. Вот здесь. И есть вот эта вот выемочка, благодаря которой мы можем отстреливать перекат тяжей весь безнаказанно. Можем отстрелить точку С и кормой слегка так пикать точку Д. Но если к нам кто-нибудь поедет с нее сюда в рез. Также есть просветный кустик с этого респа вот здесь. То есть мы пролетаем так же, как на СТшке, переваливаемся через воду. И светим. Перекат у нас должно хватать. Можем светить перекат тяжей и всякое такое. ПТ-САУ. Здесь самый маленький срок времени на них ушел, потому что все находится в одном месте. ПТ-САУ это больше респовая игра. И самая первая позиция у нас, как ни странно, вот здесь около домика. Не знаю, почему никто ей не пользуется. Вполне удобная позиция. Чуть подальше проехал, и ты уже видишь весь перекат. А сам не светишься. Можно повалить домик, деревце. И не светясь, выдавать плюхи смачные. Если вы, конечно, на ПТ-САУ такой, как 268, допустим, или бабах. Если вы на каком-нибудь там АТ-60 барабанном, то там, конечно, для реализации нужно будет пережидать КД снарядов. Следующая позиция всеми излюбленная, всеми известная. Вот сюда вот на холмик. То есть ничего необычного, просто залезли.
Вот так вот спокойно, тихо, мирно. Можно даже до конца не доезжать. Вот и у нас все есть прострелы почти по всей карте. То есть мы видим весь перекат противника, точку Б частично, но если доехать до конца, мы видим и почти всю точку Б. Видим точку Д из Т направления. Следующая позиция, опять же рядышком. Да, вот здесь, около труб. В основном здесь стоят какие-нибудь Е100, тапочки, но кто нам мешает стать здесь на ПТ? С каким-нибудь громовым орудием, как 268 или же Яга. Но Яга, конечно, здесь будет как слон в посудной лавке, и места мало. А вот 268 хорошо помещается. Можно вот здесь через трубы поцелить. Ну, конечно, это нужно изловчиться, но не важно. Следующая позиция, можем встать вот здесь, поцелить точку D. Короче, помощь СТ, но маловажная позиция. И последняя позиция этого респавна, это просто вот как на ЛД мы проезжали, так же и здесь. Можете посмотреть, как я залез, как здесь вообще пролазить. То есть здесь можно даже практически без разгона залезть. Расстрел у нас также на ТТ перекат, на СТ. В общем, все по стандарту. Можно проехать даже вон туда подальше, как и в случае с ЛТшками. Вот в этот кустик, вот сейчас, который дальше будет. Вот здесь кустик стали, на ЛТшке вы вообще здесь светиться не будете практически. На ПТшке, конечно, здесь нужно будет поерзать, чтобы поймать углы. Но зато мы видим все СТ, мы можем давать по перекату ТТ. То есть здесь довольно комфортная позиция. Ну и противоположный респаун. Никто, наверное, не знает, все сразу подъезжают тут сюда вот к домику. Но можно заехать вот сюда вот в куст, дать тыку и с меньшей долей вероятности засветиться. Если же вы засветились, то просто берете и подъезжаете туда к домику. И все, вы в сейве. А если не засветились, можете еще тыку попробовать реализовать. Так же, как и на ИСе, можно здесь встать вот на прострел переката СТ-ЛТ. Главное не пикать точку С, иначе будет очень неприятно, если вы без рубки поворотной. Опять же рядышком позиция ПТшная, которую я вообще не видел, чтобы юзали в рандоме, но она очень полезная. Это прострел СТ около камушка. Встали и спокойно можем отрабатывать. Да, и у нас есть прострелы вот по ТТ направлению даже вот. Демонстративно показываю. Ну и последняя позиция, так же как на ЛТ. Особо рассказывать нечего, все то же самое. И с вами был Психопат Максим. Прожимайте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Буду рад почитать, посмотреть. И это неплохая мотивация мне дальше заниматься данными тематиками. В общем, всем спасибо и всем пока.